Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Убийства, совершенные Сьюзан Смит. Даже спустя несколько десятилетий жуткая история Сьюзан Смит из Юниона, Южная Каролина, вызывает сильные эмоции и оставляет неизгладимое впечатление на всех, кому становится известно. Трагический и глубоко тревожный случай способен растрогать даже самых черствых людей. В 1994 году Смит позвонила в полицию и заявила, что темнокожий мужчина украл ее машину с двумя ее маленькими сыновьями внутри. Сценарий угона автомобиля, сопровождающийся похищением детей, был сам по себе достаточно удручающим. Однако правда, которая в конце концов стала известна, оказалась еще более ужасающей. На самом деле, Сьюзан Смит совершила двойное убийство. Женщина привязала своих сыновей, 3-летнего Майкла и годовалого Алекса, ремнями к автокреслам, подъехала на своей машине к лодочной рампе и столкнула машину в озеро. В результате поступка матери мальчики утонули. Потребовалось 9 дней, чтобы правда вышла наружу. Следователи, члены семьи Смит и общественность были обескуражены тем, что мать могла так жестоко расправиться с собственными детьми. Шокирующее признание Смит. Агент-ветеран Пит Логан, служивший как в ФБР, так и в правоохранительном отделе штата Южная Каролина, SLED, руководил расследованием заявления, сделанного Сьюзан Смит. С самого начала несколько подсказок указывало на то, что женщина умалчивала правду о произошедшем. Логан заметил первое несовпадение в показаниях, опросив местного ремонтника. Мужчина рассказал, что светофор, на котором, по словам Сьюзан, она остановилась и подверглась нападению неизвестного, на самом деле не переключался на красный сигнал, если не было других автомобилей. Это противоречило рассказу безутешной матери, рыдающей перед телекамерами. Полицейский попросил уточнить, где же произошел угон автомобиля с находящимися в салоне детьми, и под натиском неопровержимого факта Смит изменила показания. По новой информации, полученной от женщины, угон автомобиля произошел на другой дороге, в 10 милях от места, указанного ранее. Однако видео с камер уличного наблюдения упрямо противоречило и этой версии. Лишь после того, как Логан и шериф обличили Смит в существенных прорехах ее рассказа о происшествии, она наконец призналась в злодеянии, выходящем за рамки здравого смысла. От слов и бурной реакции женщины на разоблачение окружающим стало не по себе. По словам бывшего агента Логана, Сьюзан упала на колени и истерически заплакала. Почему Сьюзан Смит убила своих детей? Слезливые интервью Смит кажутся еще более шокирующими, если смотреть их в ретроспективе, когда уже известно, что мать была способна совершить невообразимое преступление против собственных детей, а затем искусно лгать и изворачиваться, чтобы скрыть свои действия и избежать ответственности. Представить такое жуткое хладнокровие и цинизм просто невозможно. Во время признания и ареста женщины средства массовой информации сообщили, что она совершила чудовищное преступление, потому что Том Финдли, с которым у нее был роман, не хотел воспитывать чужих детей. Однако во время судебного разбирательства психиатр и профессор права Сеймур Халлек свидетельствовал в защиту Сьюзан. По его мнению, Смит страдала от тяжелой депрессии и суицидальных мыслей и имела несколько сексуальных связей, в том числе с отцом Тома Финдли, Джей Керри Финдли.
а также с ее собственным отчимом, Беверли Расселом, и другими мужчинами. Позже женщина отрицала, что роман с Финдли был мотивом для убийства детей. Она утверждала, что не была монстром, как думали о ней люди. Через 20 лет после осуждения Сьюзан написала письмо, в котором говорилось: «Что-то пошло не так в ту ночь. Я была не в себе. Я была хорошей матерью и любила своих мальчиков. Мотива не было, так как это даже не было запланированным событием. Я была не в своем уме». Однако действия Смит были столь же обманчивы, сколь и отвратительны. В течение 9 дней после инцидента она вместе со своим тогдашним мужем Дэвидом выступала по телевидению и эмоционально умоляла о безопасном возвращении ее детей. Кроме того, следователи узнали, что Смит стала обдумывать свою ложь для формирования алиби, когда бежала по лесу сразу после того, как столкнула своих сыновей в озеро. Другими словами, она знала, что поступила неправильно, но испытывала не раскаяние, а страх перед разоблачением. После осуждения Смит защита утверждала, что женщина страдала от множества проблем с психическим здоровьем, и у нее диагностировали зависимое расстройство личности. Присяжные избавили ее от смертной казни и выбрали пожизненное заключение. Впрочем, история детоубийцы на этом не завершилась. Бурная жизнь Сьюзан Смит в тюрьме. Первоначально Смит содержалась в женском исправительном центре в Колумбии, но из-за различных сексуальных скандалов была переведена в исправительное учреждение Лид в Гринвуде, штат Южная Каролина. Примерной заключенной женщину назвать никак нельзя. Бурная жизнь Сьюзан Смит в тюрьме. Находясь в тюрьме, она совершила как минимум 5 нарушений, связанных с членовредительством, употреблением и хранением наркотиков. На счету детоубийцы были и другие погрешности режима. Сексуальные отношения с охранниками. Находясь в заключении, Смит регулярно вступала в сексуальные отношения с охранниками. По данным газеты «Нью-Йорк Пост», первые 2 десятилетия Смит провела за решеткой, совсем не демонстрируя примерное поведение. В результате условно-досрочное освобождение женщины, осужденной за убийство собственных детей, может быть затруднено. Особенно с учетом инцидента, произошедшего в 2000 году. Как сообщает таблоид Daily Mail, интимные отношения с Хьюстоном Кейглем привели к венерическому заболеванию. Тюремная незаконная связь имела и другое, не менее неприятное последствие. Хьюстону было назначено наказание в виде 3 месяцев тюремного заключения. В следующем году капитан тюрьмы Альфред Роу признался в сексуальных отношениях со Сьюзан Смит и был приговорен к 5 годам условно. Смит дважды подвергалась дисциплинарным взысканиям в 2010 году и 1 раз в 2015 году за преступления, связанные с наркотиками. Это нарушение привело к потере привилегий, включающих в себя право посещения, доступ в столовую и пользование телефоном, более чем на год. Бывшие сокамерники покупали для Смит наркотики. Кристи Смит, однофамилица и бывшая сокамерница Сьюзан, сказала, что детоубийца платила ей за наркотики. Стефани Халси, еще одна бывшая сокамерница, рассказала журналу People, что заключенные могли достать таблетки для других заключенных, спрятав их себе за щеки, чтобы избежать обнаружения охранниками. Кристи Смит, сокамерница Сьюзан, признавалась: «Я видела, как Сьюзан делала все: фыркнуть, удариться попой, проглотить, выстрелить. Я видела, как она все это делала. Моя главная цель состояла в том, чтобы принести ей ее таблетки». Романтика на расстоянии выдыхается. В 2021 году Смит, находясь в тюрьме, закрутила роман на расстоянии. Имя ухажера-детоубийцы не называется, но известно, что он в разводе, а также является отцом 2 взрослых детей. Мужчина, состоявший в отношениях на расстоянии со Сьюзан, связался с ней после того, как увидел женщину в телеинтервью. Как сообщает People, в одном из писем Смит признавалась своему партнеру по переписке: «У нас будет удивительная химия при личной встрече. Я не могу дождаться, чтобы построить жизнь с тобой, оставить прошлые ошибки позади и начать заново. Только ты и я». Однако, по словам членов семьи, этот роман исчерпал себя.
Сьюзан Смит может выйти на свободу в 2024 году. Сьюзан Смит получает право на условно-досрочное освобождение в ноябре 2024 года, что вызвало обеспокоенность и возмущение общественности. Учитывая серьезность ее действий и их продолжительное влияние на бесчисленное количество жизней, многие считают, что в ее случае никогда не следует предоставлять условно-досрочное освобождение. Члены семьи Смит ранее выражали скептицизм по поводу досрочного выхода Сьюзан на свободу. В самом деле, поверить в это практически невозможно. Я не думаю, что у нее есть серьезный шанс на условно-досрочное освобождение в 2024 году, высказал свое мнение один из членов семьи. Я думаю, что ее муж Дэвид тоже это понял. Она, Сьюзан, сейчас находится именно там, где ей надлежит быть. Как живет бывший муж Сьюзан Смит после трагедии? Дэвид Смит, бывший супруг Сьюзан, женился повторно, и в этом браке у него родились дети. В интервью мужчина признался, что его постоянно преследуют мысли о том, что случилось с его сыновьями, рожденными, а затем убитыми Сьюзан. «Всегда есть эта ноющая и грызущая душевная боль», сказал Дэвид Смит в 2010 году. «Она рядом со мной каждый день, даже если я не всегда осознаю это». В 2011 году Смит выступил на учебном семинаре по детской смерти для прокуроров, парамедиков и сотрудников правоохранительных органов в Колумбии. Мероприятие спонсируется отделом правоохранительных органов штата. Что движет матерями, убивающими своих детей? В последние годы исследователи пытались лучше понять причины, по которым матери решаются на детоубийство. Сотрудница Техасского технологического университета Марта Смитти, посвятившая карьеру изучения детоубийства, заявила, что это явление выходит за рамки психических заболеваний. Экономическое неравенство женщин оставляет матерей с недостаточным жалованием, и они бессильны изменить свое положение. Матерей, совершивших детоубийство, переполняет борьба. Они совершают ужасный поступок, о котором сильно сожалеют. Он стоит им жизни их ребенка, семейного благополучия, свободы и душевного спокойствия на всю оставшуюся жизнь. Марта Смитти заключила: «Моя работа и труды других заставляют меня осознать, что любой способен причинить вред ребенку. У каждого есть рецепт потерять себя и напасть на других. Большинству людей удается балансировать на грани и сохранять контроль над своими поступками». Шокирующее преступление, совершенное Сьюзан Смит, оставляет множество вопросов. Почему мать обрекла родных сыновей на погибель, не оставляя им даже крохотного шанса на спасение? А затем проливала крокодиловые слезы перед телекамерами, умоляя несуществующего похитителя вернуть малышей. Причина в новом романтическом увлечении женщины или в ее психическом состоянии? Какую роль в случившейся трагедии на самом деле сыграл отец мальчиков? Насколько справедливым является условно-досрочное освобождение детоубийцы? Или такую вероятность следовало бы категорически исключить? Высказывайте в комментариях свое мнение по поводу Сьюзан Смит. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.